Bhaktisiddhanta Thakur, Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такура and all our acharyas. и всех наших духовных учителей. And finally, offer my pranam to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis. И в-третьих, я предлагаю свои пранамы всем собравшимся вайшнавам и вайшнаве. So thank you very much for coming this morning here. Спасибо большое за то, что пришли сегодня сюда этим утром. At 6 o'clock in the morning. В 6 утра. Mangalarati. На Мангаларате. And then allowing me to torture you for so many hours. И позволили вас мучить столько много часов. By making you sit without moving. Чтобы вы сидели вот так неподвижно. So as you can see, it's not so easy. Как вы можете заметить, это не так просто. The body is very restless. Тело беспокойное. Wants to move around. Хочет двигаться туда-сюда. And the pain comes here and there. И боль возникает здесь и там. If you all chant, если будете воспевать, without committing offense to the holy name, без совершения оскорблений святому имени, all pain will go away completely. Тогда вся боль полностью вас покинет. And you can sit like a statue. И тогда вы будете сидеть как статуя. You gradually lose consciousness of your body. И постепенно потеряете сознание об этом теле. Then the name will take you. И тогда имя нам заберет вас. So we want to chant like this, pure chanting. Мы хотим такого воспевания, чистого воспевания. But the stage of chanting does not come, Srila Bhaktivinoda Thakur said, without a colossal struggle. Но Шрила Бхактивинода Такур говорит, что такой уровень сознания, он не приходит без колоссальной борьбы. So anyone who does not have the determination to take on that internal struggle, и любой, у кого не хватает решимости для того, чтобы принять вот эту тяжкую борьбу, they cannot realize the Supreme Personality of Godhead and the nectar in His names. Они не могут осознать Верховную Личность Господа и нектар Его, который сокрыт в Его именах. So, when a living entity takes shelter of Guru, когда живое существо принимает прибежище у Гуру, that means he has accepted this project to be very determined to realize Krishna. Это означает, что такая душа, она принимает условия вот этого проекта быть очень решительной в том, чтобы осознать Кришну. So disciple in Sanskrit is called Shishya. Ученик на санскрите называется Шишья. It comes from Shas dhatu. This verbal root means discipline. Это слово происходит от глагольного корня шаш дату, означает дисциплина. So disciple is under discipline. И таким образом ученик, он под дисциплиной находится. Because our senses and our mind, they are very restless and out of control. Потому что наши чувства и ум, они очень беспокойны, они не подконтрольны нам. And they force us to act and think in ways which are detrimental for our progress, evolution and happiness. И они побуждают нас действовать противоречиво тому, что несет нам подлинное счастье, подлинную эволюцию и счастье. So it is essential to be under the shelter of a spiritual master and guidance. Поэтому необходимо находиться под руководством, под прибежищем духовного учителя, если вы хотите обрести счастье. So, perhaps you know, возможно, вы знаете, that Dhruva Maharaj, что Dhruva Maharaj, he received mantra from his spiritual master. От своего духовного учителя получил мантру. And he began to chant every day. И начал воспевать ее каждодневно. For many hours. В течение многих часов. He was also doing some archan, some puja. Он тоже делал некоторое поклонение, пуджу. But mainly he was just remembering mantra. Но главным образом он памятовал мантру. And he became so absorbed in that. И он настолько погрузился в нее, that he began to remember his mantra 24 hours a day. Что он начал памятовать эту мантру 24 часа в сутки. He gave up eating. Он оставил еду. Drinking. Sleeping. Перестал пить, спать. Everything. Все оставил. And by doing this for 6 months, then he had the darshan of Lord Krishna in the form of Lord Narayana. А через 6 месяцев он узрел Кришну в форме Господа Нараяна. So Dhruva, then word Dhruva means fixed. Слово Dhruva означает зафиксированный. In the universe, all the planets are moving.
Во Вселенной все звезды, они движутся. Except for one planet, that is the pole star. За исключением одной звезды, которая зовется полярная звезда. So that is called Dhruvalok. Она называется Друвалок. The planet which is not moving, fixed. Планета, которая зафиксирована четко, не двигается. So if you want to do meditation, если вы хотите совершать медитацию, then you have to become like a Dhruva Maharaj. То вам надо стать подобными Друве Махараджу. Very fixed. Очень твердыми, зафиксированными, решительными. At first it will be difficult. Сначала будет трудно. But don't give up. Но не сдавайтесь. Try again and again. Старайтесь снова и снова. In Bhagavad Gita, В Бхагавад-гите Arjuna said to Krishna, Арджуна сказал Кришне, Chanchalam hi mana Krishna. Oh Krishna, the mind is very restless. I think it's easier to control the wind than to control the mind. О Кришна, ум настолько беспокоен, что кажется легче контролировать ветер, чем ум. So Krishna said yes. Кришна ответил да. He didn't deny it. Он даже не стал отрицать. Yes, indeed, it is very difficult to control the mind. Да, на самом деле ум контролировать чрезвычайно трудно. But it is possible. Но это возможно. By two things, abhyas and vairagya. Посредством двух вещей: абьясы и вайрагья. Abhyas means practice. Абьяс означает практика. Or repetition. Или повторение. Try again and again. Старайтесь снова и снова. And vairagya means detachment. А вайрагья означает отреченность. It especially means В особенности означает vigataragati vairagya, the absence of attachment or the absence of passion. вигатарагати вайрагья, отсутствие страсти или отсутствие привязанностей. So by cultivating these two things, gradually, mind will come under control. И посредством культивации вот этих двух составляющих ум постепенно станет вам под контролем. Also, the mercy of Guru and mercy of Krishna Также по will come милости, and help also. также милость Гуру и милость Кришны, они сработают, потому что они придут вам на помощь. So, try to understand what is this world. Постарайтесь понять, чем является этот мир. In the beginning, В самом начале, before the universe is manifest, прежде еще творения Вселенной, there is one undifferentiated, homogeneous, unmanifest potential energy. была одна, такая уникальная энергия. Гомогенная, недифференцированная, то есть такая однородная энергия. Однородная энергия. Potential. Потенция. It is called Pradhan. Называлась она Прадан. So, when Mahavishnu, the creator, glances towards the Pradhan, Когда Махавишну, Творец Вселенной, он взглянул на Прадан, then it becomes in a state of readiness for creation. то тогда он пришел в такое состояние готовности к творению. Она, энергия. Она. Like when you turn on your computer. Допустим, включаете компьютер. When the computer is off Когда компьютер выключен, and when computer is on, it's same. и когда он включен, он один и тот же компьютер. Only difference is when you turn it on, now electricity is inside. Разница лишь в том, что когда вы его включаете, теперь электричество попадает внутрь. But screen is still blank, Но все равно not doing anything. изображение остается таким же, как и было, ничего не делает. But now it's ready. Но сейчас все Power готово. is on. Сила включена уже. So when Pradhan, when power is on, Когда прадан, когда сила это включается, that means by the glance, by the wish of Krishna in the form of Mahavishnu. это означает взглядом, желанием Кришны в форме Махавишну. Then this state is called Prakriti. Это состояние называется пракрити. And in Prakriti, there are 3 gunas. И в пракрити существует 3 гуны. That means 3 qualities of material nature. Означает 3 качества материальной природы. But they are in equilibrium. Но они находятся в эквилибриуме, в They are in равновесии, balance. в балансе. There no activity is manifested yet. Потому что никакой деятельности еще не было проявлено. Then, by the agitation of the
glance of the halo of the glance of Mahavishnu is called Shambhu or Shiva. И затем под влиянием вот этой энергии возбуждения от взгляда Махавишну, это форма Господа называется Шамбу или Шива. Shiva is called Kal Purush, time personified. Шива называют олицетворенным временем, Кал Пуруша. So Krishna or Vishnu never touches Prakriti material energy. Кришна или Вишну, они никогда не приходят в соприкосновение с Пракрити, с материальной энергией. But the expansion of Vishnu, who touches the material energy, is called Shiva. Но экспансия Вишну, которая прикасается к материальной энергии, она называется Шива. So this is why Vishnu is the superior to Shiva, because Vishnu is a pure tattva and Shiva has a touches Maya. Поэтому Вишну — это чистая энергия, которая никогда не соприкасается, Господь в своей форме, которая никогда не соприкасается с материальным миром. Но Шива — это та форма Господа, которая с этим материальным миром соприкасается. So, с Майей. When the male Shiva touches the female Prakriti, she becomes agitated. Когда Шива, как олицетворение мужской энергии, он прикасается к Пракрити, которая является олицетворением женской энергии, то она приходит в возбуждение. And just as a woman gives birth to a child, so similarly from Prakriti is manifest the whole universe. И подобно тому, как женщина дает рождение ребенку, подобным же образом из Пракрити происходит вся Вселенная. So, when Prakriti, which is unmanifest, is the balance of the three Gunas is broken. Когда Пракрити, которая еще не была проявлена, когда вот этот баланс трех гун, он в ней нарушается, then the elements come one by one by one. То тогда элементы материальной природы, они один за другим начинают исходить из нее. Now you are thinking, Вы думаете, what does this have to do with me? а я-то тут при чем? It was millions of years ago. Это ж миллион лет назад было. And it was a very subtle beginning of the creation of the universe. Это же еще было совсем тонкое начало творения этого мира. But it's completely to do with you. Но это полностью имеет полное отношение к вам. Because all the elements that the universe is composed of are now covering your soul. Потому что все эти элементы, из которых была сотворена материальная вселенная, теперь покрывают вашу душу. The universe is a macrocosm of a combination of all the elements, and your individual body is a microcosm of the combination of all the material elements. Вся вселенная — это макрокосм, который состоит из материальных составляющих, а ваше тело — это микрокосм, который таким же образом, как и вся вселенная, состоит из тех же материальных составляющих. So understanding the elements of the universe and understanding the elements of your body and mind is the same subject. И поэтому предмет обсуждения Вселенной и ее материальных составляющих, и также предмет обсуждения вас, как индивида, не отличны друг от друга, потому что мы едины. Состоим из тех же элементов. These elements are covering your soul now. И эти элементы, они покрывают вашу душу сейчас. And indeed, you are identifying with those elements and thinking, it is you. И на самом деле вы себя с теми материальными элементами отождествляете и считаете, что это вы и есть. You are thinking, I am Russian. Вы думаете, я русский, I am from Astrakhan. я из Астрахани, I am a male person. я мужчина, I am a female person. я девушка, I am 20-something. мне I 20 с am чем-то, 50-something. я уже, мне I 50 am уже, 30-something. 30 с чем-то. This age, Это возраст. all these things, they are completely irrelevant and separate and distinct from who you are, being Atma, the soul. Все эти отождествления, они абсолютно неуместны, абсолютно не имеют никакого отношения по сравнению с тем, что вы на самом деле являетесь атмой, душой. But you are thinking all of these things are true. Вы думаете, что все это истина, Because you have not developed the power of discrimination between Atma, the conscious soul, and all of these elements. потому что силы, способности различать между атмой и всеми материальными элементами вы на данный момент не развили. Understand? Понимаете? So, we can give an example. Мы можем привести пример. If you have milk, Если у вас есть молоко, and it's touched by something sour, like tamarind, и к нему прикасается что-то кислое, как тамарин, it transforms and becomes yogurt. то все трансформируется тогда в йогурт, все молоко. So, yogurt is not anything other than milk.
Йогурт не отличается по своим качествам от молока. Try to stay awake, don't sleep. Не спите. Старайтесь спать. It's okay. This is normal. Это нормально. Because when you hear these things, you go out of Maya. Потому что когда вы слушаете эти вещи, вы выходите из-под контроля иллюзии. So Maya Devi illusions doesn't want you to hear. И Майя Деви иллюзия, она не хочет, чтобы вы это слышали. So she will come Она придет and make you sleep. и заставит вас заснуть. Otherwise, if you are awake, she will call you on your cell phone. Или если вы будете в пробужденном состоянии, она начнет вам звонить по телефону. She'll try anything. Она будет что угодно But использовать. whatever happens, you must not listen to what I'm saying. Но что бы ни происходило, вы не должны слушать, что я вам говорю. So if you want to come out of Maya, listen very carefully. Поэтому, если хотите выбраться из оков Майи, то вам надо очень внимательно слушать. So, milk becomes yogurt. Так молоко трансформируется в йогурт. Yogurt and milk is the same thing, only it's a transformation of one state to another state. Йогурт и молоко это одна и та же вещь, но просто это такой момент перехода, трансформации из одного в другое. And then yogurt, if you churn it, Затем йогурт, если вы его будете пахтать, then it transforms into another state, becomes butter. то он станет маслом, трансформируясь в другую So составляющую. milk and yogurt and butter, they are completely different in their characteristics. И молоко, йогурт и масло абсолютно различны по своим характеристикам. Butter is warming, Потому что масло разогревает, yogurt is cooling. йогурт охлаждает. Oh, this butter, Вот это масло, if you put it in a pan and heat it, если вы его бросите на сковородку и начнете подогревать, before it was white like cream. до этого оно было белого цвета, But if you как heat сливки. it until it melts Но если вы доведете его до состояния таяния and then let it dry, и потом позволите ему высохнуть, now it becomes ghee. то тогда он станет ги. And now it's yellow, И bright сейчас yellow. он будет ярко-желтого цвета. And again has completely different characteristics from butter. И снова приобретет уже новые характеристики, отличающиеся от масла. So here is one substance and it's going through one state, another state, another state. And in each state it seems to be completely different. И здесь мы видим одну и ту же субстанцию, которая, проходя через различные виды трансформаций, кажется, приобретает все новые характеристики. So in the same way, Таким же образом, this Prakriti, when the Gunas go out of balance, it begins to manifest in one state, another state, like this. In so many states, it's only one substance, but it appears to be completely different depending in which state it is settled. таким образом, это пракрити, когда все гуны в ней, материальная энергия, когда все гуны в ней выходят из состояния баланса, она приобретает сначала одну форму, потом другую форму, потом третью форму, и таким образом приобретает все новые и новые качества. So, the first element that manifests is called Mahatattva. Первый элемент, который проявляется, он называется Махататтва. Mahatattva means the great element. Махататтва означает великий элемент. That includes the potential of all the other elements. И это Махататтва включает в себя потенциал всех последующих элементов. It is very fine Очень тонкий такой and light, luminous. и сияющий элемент. It manifests light and also reflects light. Он производит свет и отражает свет. That Mahatattva within our subtle body is called Chitta. Это Махататтва, находясь в нашем тонком теле, называется Читтой. Chitta. It is luminous and it also reflects the luminosity of Atma, the soul. Она сияет и также освещает, отражает сияние нашей души. Она сама по себе сияет, и душа сияет. Она еще отражает сияние души. So the light of consciousness of the soul shines onto the Chitta, and the light of the Chitta shines onto the soul. И таким образом они, вот свет Читты, он освещает душу, а свет души освещает Читту. And the soul Сознание. feels himself to be one with the Chitta. И душа, она чувствует полное единение с сознанием, с Читтой. When this covering of the soul comes, it's very fine. То есть когда вот это первое покрытие души, оно приходит, оно очень такое тоненькое такое.
So, in this Mahat, В этом Махате Rajagun, the mode of passion, appears Раджа Гуна появляется, гуна страсти, and produces a new element. и производит новый элемент, It is called Sutra Tattva. который называется Сутра Татва. And that is the Adi Pran, original Pran, or power of action, Kriya Shakti of the whole universe. Это Ади Прана, изначальная прана, Крия Шакти, сила действия всей Вселенной. And in the portion of the Chitta, which is predominated by Tamagun, the mode of ignorance, И в той части Читты, где доминирующей является Тама Гуна, гуна невежества, this element is called Ahankar, or ego. этот элемент называется Аханкаром или эго. From ego comes the manas, mind, Из эго выходит манас или ум, the buddhi, будхи, intelligence, разум and the senses. и чувства. And the first of the gross physical elements, which is called Shabda or sound. И первый из грубых физических элементов, который называется шабда или звук. From sound manifests the element of space. Из звука происходит потом пространство, элемент пространства. And from space gradually all the elements come: air, fire, water and earth. И из пространства следующие элементы проявляются: воздух, огонь, вода и земля. So in this way, from the most subtle element, Mahat or Chitta, all the way through ego, intelligence, mind, and then all the physical elements, space, air, fire, water and earth. In this way, one substance develops into so many different states. И таким образом мы можем видеть вот эту прогрессию от самого тонкого элемента Маха-татвы или Читты, когда она находится в нас, происходит затем более грубые элементы. Это Аханкар, Будхи, разум, потом ум, наши чувства происходят. И таким образом до самых... И далее мы можем видеть, как происходит воздух, огонь, вода, земля, так, от самых тонких до самых грубых элементов. So just as these elements comprise the anatomy of the universe, so these elements comprise your anatomy also. Подобным образом все эти элементы, они производят, они составляют анатомию всей Вселенной, и таким же образом они составляют нашу с вами анатомию на атомарном уровне. So it's very easy to understand the anatomy of your body. Очень легко понять анатомию вашего тела. You can see. Можете видеть. The finger bones connected to the hand bone. The hand bones connected to the arm bone. Соединяется с кистью. Отсюда соединяются с суставами кисти, суставы из кисти соединяются с суставами предплечья. So you understand the anatomy of this body. И вы понимаете анатомию этого тела. You can understand. Your stomach is here. Можете понять, желудок тут у меня. When you eat, it becomes full. Когда кушаете, он наполняется. You can feel your heart is here beating and making blood go around. Сердце можете чувствовать, как бьется и заставляет вашу кровь циркулировать. When you listen to very deep philosophy, then you know your brain is here because you get headache. Когда вы слушаете какую-то глубокую философию, то вы начинаете осознавать, что мозг у вас находится здесь, потому что голова начинает болеть. Напрягаться. So, the anatomy of your physical body, you understand. Анатомию вашего физического тела вы понимаете. But inside the gross body, there is also the astral body. Но внутри грубого тела находится также астральное тело, The psychological body. психологическое тело. To understand this is more difficult. И понять это уже более трудно. There are so many psychologists Есть много психологов, trying to study the mind, которые старались изучить природу ума, but they cannot understand anything. но они ничего понять не могут. Because they have no foundational metaphysical principles. Потому что они не знают метафизических фундаментальных принципов. The only principle they have is that the brain is made of matter
and the mind is an emergent property of the brain. In other words, mind as a substance doesn't exist. It's only what we experience as a mind is only an effect of the brain. Таким образом, ученые они пришли к выводу, что ум это такой состоящий из материи элемент, а ума как элемент, ум как элемент они вообще не рассматривают. Они считают, что результат работы мозга это наш ум. Производная функция. Производная функция. Based on this model, they cannot understand anything. На базе этой модели они ничего понять вообще не могут. Because the model itself is wrong. Потому что сама по себе модель неверна. It is just like if Подобно тому, как one monkey, если есть обезьяна, he saw a radio, увидела радио, and the voice was speaking. и голос говорил. He was thinking, И она думала, this noisy thing, вот эта шумная штучка, I will kill him. я его сейчас убью. So the monkey took the radio И обезьяна взяла радио и начала его калашматить. and then no sound came. Все, звук больше не стал, перестал исходить. Then he thought, Обезьяна подумала, now he is dead. сейчас он умер. Who was talking? Кто говорил? I have killed him. Я его убила. Because he's monkey. Потому что это же обезьяна. He cannot understand that this voice is not coming from the radio. И она не может понять, что голос-то не исходит из радио. The person who is speaking is somewhere else. Человек, который говорит, он вообще в другом месте находится. Only by a subtle system of electromagnetic waves, this physical box is talking. But actually it's not the box that's talking, it's the man who is talking, who is connected with the radio by a subtle system of electromagnetic waves. Только посредством вот этой тонкой системы электромагнетических волн человек, который находится на удаленном расстоянии, он говорит, система работает таким образом, что звук передается в эту маленькую коробочку, да, и создается впечатление, что коробочка говорящая. So in the same way, the scientists are thinking, they're like monkeys looking at the brain. Подобным же образом ученые смотрят на наш This мозг. brain is talking. Этот мозг разговаривает. Oh. If the brain is smashed, Если мозг убить, he cannot talk now. разбить, уже теперь говорить не So может. it must be the brain is talking. Наверное, мозг говорил все это время. They don't understand that the soul is the origin of the life. Ученые не понимают, что источником жизни является душа. And the soul, by the subtle waves, by the action of the mind, and the subtle waves of pran, the pran is causing the movement of fire in the brain, which they are experiencing as electricity. Непосредством таких вот тонких волн наша душа, она посылает такие импульсы, начинает работать ум посредством этого, и также посредством этого тонкого влияния прана передает импульсы нашему мозгу, да? Да, прана передает импульсы мозгу, и он работает. Он работает. То есть, Что-то там не было. Understand, the soul by his desire gives the impetus for the movements of the mind. Душа побуждает своим желанием к работе ум. The mind moves pranic energy. Вот, про элемент огня. I forgot to say about the element of fire. И таким образом срабатывает элемент огня, когда наша прана, когда от души переходят вот эти тонкие волны, прана начинает работать, и прана влияет на наш мозг так, что зажигается элемент огня, и происходит действие мыслительного процесса. So, the pranic energy moves the element of fire, and this is detected by the scientist in the form of the electricity, electrical activity in the brain. Праническое движение касается элемента огня, и таким образом это вызывает движение нашего мозга. Ученые определяют это как электрические разряды, да, электрические движения в нашем мозге. So, the scientists cannot know anything. The finest thing they can know about the brain is only the electromagnetic activity. Единственное, что ученые выявили о работе нашего ума, это электромагнетическая работа его. But they cannot discover
what is the instigating this electromagnetic activity. Но понять, что побуждает эту электромагнетическую энергию, они не могут. То есть они чувствуют, что есть какие-то импульсы, но откуда они исходят, ученым неизвестно. So that is called prana. Это называется прана. And the prana? Почему они понять прану не могут? Because their own prana is contaminated. Потому что их собственная прана находится в оскверненном состоянии. Unless you practice the yoga system and purify your prana, the prana is contaminated. You cannot even think about what it is. До той поры, пока вы не начнете практиковать путь йоги, очищая свое сознание, то вы даже не сможете понять, задуматься даже не сможете о том, как работает ваша прана и что это. So, if they cannot even understand the prana, how will they understand the mind, which is the master of the prana? Если они даже не могут понять прану, ученые, то каким же образом они поймут, что такое ум, потому что ум стоит выше. So they have no chance to understand the mind, they have no chance to come to a consistent idea of psychology, because the model that they are working with is wrong from the beginning. И таким образом ученые сами себя лишили возможности понять, что такое прана, как она работает, потому что сама по себе идея, которая является их фундаментом, она неверная. So what we want to do, we want to learn a consistent and accurate model of psychology. Не то, что мы хотим изучить, мы хотим понять вот эту аккуратную, эту последовательную идею того, как устроена психология вещей в этом мире. So your psychological body is made of 4 subtle elements. Ваше психологическое тело, оно состоит из 4 тонких элементов. Mind, Ум, that is called in Sanskrit manas. на санскрите он называется манас. Intelligence, Разум, that is called the buddhi. называется будхи. And ahankar, ego. И аханкар, эго. And last thing, chitta. И последнее – это читта. Chitta. So remember our first example of the milk becoming yogurt, butter, ghee. То есть помните наш первый пример, когда мы говорили о трансформации молока в йогурт, из йогурта в ги, из йогурта в масло и из масла в ги. So all these 4 aspects of your psychological body are actually one element. Все эти 4 аспекта вашего психологического тела в действительности являются одним элементом. The chitta or mahatattva has, when it is contaminated, becomes ahankar. When that's more contaminated, becomes the manas and buddhi. Читта или маха-татва, этот первый элемент, когда он находится в оскверненном состоянии, то он становится аханкаром. Когда в более оскверненном состоянии находится, называется манасом. Когда в более оскверненном состоянии называется будхи. Okay? So it's one substance, it has 4 states. Это одна субстанция, которая наделена вот этими 4 стадиями. And each one is a devolution of the previous state. И каждая это как деволюция предыдущего уровня. Okay? So, now, the Supreme Personality of Godhead infuses His material energy with 3 Shaktis. Верховная Личность Бога наделяет свою материальную энергию 3 шакти, 3 энергиями. That is called Gyan Shakti, Называется Гьян Шакти, Kriya Shakti, Крия Шакти and Dravya Shakti. и Дравья Шакти. Gyan Shakti is the product of Sattva Gun. Гьяна Шакти является продуктом саттва гуны. Sattva Gun is the quality of light and the awareness. Саттва гуна это качество света и осознанности. So that is called Gyan Shakti knowledge. Это называется Гьян Шакти. Гьян означает знание. When Sattva Gun, that is balance, stability, is prominent, then the Gyan Shakti is functioning. Когда саттва гуна, баланс доминирует, то тогда Гьяна Шакти, это энергия знания, проявляется. Когда мы в благости Gives the живем. experience of clarity, consciousness, awareness. Она дает осознание чистоты, ясности, вот этой включенности, такой осознанности. So, education Образование is how we acquire knowledge. – это то, как мы приобретаем знания. So knowledge does not come from the accumulation of so much information, data. Знание не приходит
накопление, да, информации. Modern education means collecting so much data and knowing how to manipulate it. Современное образование, оно о чем говорит? О том, что человек приобретает какую-то базу знаний, да, картотеку, и применяет ее практически в жизни. So that is not knowledge. Но это знанием не является. That is not wisdom. Это не мудрость. Because it doesn't produce clarity. Потому что она не производит ясности. Peacefulness. И умиротворения. And pure awareness. И чистого осознания. So, the true education is how to rise up to the state of be situated in sattva guna. Подлинное образование – это то образование, которое позволит вам подняться до уровня благости или саттва гуна. So, the second shakti is kriya shakti. Вторая шакти называется крия шакти. The power of activity. Сила деятельности. And this is manifested in rajaguna. И проявляется она посредством раджа-гуна. The mode of passion. Это модуса страсти. So, where Rajagun, passion is there is kriya, activity. Когда есть раджа-гуна, энергия страсти, тогда есть крия, действие. Sattva-gun is niskriya. Саттва-гуна There's no нишкрия. activity. Там нет никакой деятельности. Only awareness. Лишь вот эта осознанность, включенность. And when there's action, А когда есть действие, this means kriya shakti has come, Rajagun, the mode of passion. означает, крия шакти пришла, и теперь мы действуем посредством этой раджа-гуна, энергии страсти. Then there is tamagun. Затем тамагуна, энергия невежества. Tamagun is the opposite of sattva. Тамагуна – это прямо противоположное саттве. As sattva produces clarity and awareness, tamagun makes the opposite, the darkness. Подобно тому, как саттва-гуна, она производит ясность сознания и вот это состояние включенности, осознанности, то прямо противоположным образом тамагуна или энергия невежества, она погружает все во тьму. And ignorance. Невежество рождает. And also, И также, unlike kriya shakti, tamagun makes the inertia, no action. в отличие от крия шакти, тамагуна, она дает энергию инерции, такой заторможенности. стагнирования такого, да. So look at sattva, rajas and tamas, goodness, passion and ignorance, the three qualities of nature. Посмотрите на саттву, раджас и тамас, на благость, страсть и невежество. Три модуса материальной энергии. Sattva has no activity, В саттве нет деятельности, and tamagun has no и activity. у тамагуна нет деятельности в ней. So they are the same? Ну что, они тогда едино получается? No. Нет. And this is very important to understand. Это очень важно понять. Someone is thinking, Кто-то подумает, in sattva there's no activity. в саттве деятельности нет. So I will be sattvic by doing nothing. Я тогда буду саттвичным, ничего не делая. Расслаблюсь. You see, most people, when they do meditation, they sit and they sleep. Обратите внимание, большинство людей, совершая медитацию, они просто засыпают. So, this is though sattva has no activity, it's bright, full of light and awareness. Несмотря на то, что в саттве нет никакого действия, но тем не менее она наполнена этой ясностью, этим светом. And tamas also has no activity, but complete darkness. А у тамаса тоже нет никакой деятельности, но полная тьма. And rajas is the middle point, there is activity there. А раджа середина, там есть много It действия. is not complete darkness, Он не полностью тьма, but the light of sattva is obscured. но свет саттвы, он скрыт в ней. So there's confusion in Rajagun. Такое, как замешательство в раджагуне. So, Понятки. how can a person be situated in sattva? Как человек тогда может утвердиться в состоянии благости саттвы? If a person will just do nothing, they'll go in tamagun and sleep. Если он будет сидеть и ничего не делать, то он впадет в тамагуну, в энергию невежества. So sattva-gun comes when we are active. И саттва-гуна приходит, когда мы активны. But our activities are not erratic. Но наша активность, она не такая, не Хаотичная. хаотичная, да. They are regulated. Очень урегулированная. So if a person is rajasic, Если человек раджасичен, really in the страстный, mode of passion, на самом деле такой вот what will страшный, happen is every day is like a chaos, something different. что будет случаться? Все у него будет как хаос, непонятно, невозможно предугадать.
their life has no regular activities. У такой жизни вообще нет никаких правил, никаких регуляций. You see, as devotees, we have regular activities. In the early morning, we wake up, we take shower, make tilak, go to the Mangal Artik, then remember mantras, chant, sing kirtan, like this, take prasadam, then do services and study and so on. Like throughout the day, it's very regulated. Вы можете обратить внимание, что жизнь преданных, она очень такая урегулированная, очень благостная жизнь. Утром проснулся, пошел сразу в душ, после этого нанес тилаку, после этого сел пометовать мантры, почитал маха-мантру, после этого пошел... Позавтракал. Позавтракал. Потом деятельность. Почитал. Какая-то деятельность, все очень так урегулировано. Регламентировано. When your life is regulated, когда ваша жизнь в порядке, regulated rajas transforms into sattva. Когда в вашей жизни есть четкое расписание, урегулированность такая, то тогда этот раджас, он становится как под контролем этой саттвы. And the unregulated, erratic rajas turns into tamagun. А неурегулированный вот этот вот раджас, эта энергия страсти, разумеется, идет вниз в тамагуну, сваливается. So, Итак, you want to, Krishna tells in Bhagavad Gita, if you want to overcome lust, material desire, which is caused by Rajagun, the first step is to regulate your life. поэтому Кришна, он дает такое, предписывает в Бхагавад-гите, он говорит, что если вы хотите избавиться от вожделения, избавиться от чувств, которые вас тянут туда и сюда, то тогда первый шаг, который вам следует сделать, это начать жить урегулированной жизнью. So the Guru teaches the disciple how to live a regulated sattvic life. Gradually, the ignorance will go away, and the darkness of ignorance will go, the confusion of rajas will go, and the disciple becomes situated in sattva, pure awareness. Таким образом, шаг за шагом, духовный учитель или гуру, он учит ученика, каким образом уходить посредством урегулированной жизни от энергии невежества, которая дает полную тьму и полную неосознанность жизни, от состояния замешательства, когда человек находится в раджасе, и каким образом дорасти до уровня саттвы, до уровня благости. So, bear in mind, держите в уме, that the world is created by God, but God is superior to the world. Что мир сотворил Господь, но Господь, Он выше этого мира. So Krishna is not a product of, or not touched by, all the products of the three modes of nature, sattva, rajas and tamas. И таким образом Кришна, Он, являясь Творцом, Он не приходит в соприкосновение с материальной энергией и с этими тремя модусами саттвой, раджасом и тамасом. So, не соприкасается. As long as your soul, as long as your consciousness is absorbed in the physical body, до той поры, пока ваша душа, до той поры, пока ваше сознание погружено в физическое тело, as long as your consciousness is absorbed in mind, intelligence, ego and chitta, then you cannot understand God. И до той поры, пока ваш ум он погружен в ум, разум или ложное эго или читу, вы Господа не сумеете осознать. Krishna is transcendental. Потому что Кришна трансцендентный. Transcendental means that which is transcends the material elements. Трансцендентное означает то, что выходит за пределы материальных элементов. So the situation is very simple. Ситуация очень проста. Now your consciousness has sunk down into the material elements, and by the practice of bhakti yoga, over some time you will gradually rise up above these elements and enter the pure atmosphere, which is called Vishuddha Sattva. In this atmosphere of Vishuddha Sattva, Krishna is playing. It's clearly perceptible and visible to entities in that plane. Процесс очень простой. Сейчас, на данном этапе, вы находитесь на таком уровне, когда вас потопила вот эта материальная энергия. Но через какое-то время, посредством процесса бхакти-йоги, эта ситуация она изменится, и вы тогда возвыситесь до уровня Вишудда Саттвы, где нет никакого влияния этих трех модусов материальной природы. И на этом плане Вишудда Саттвы, где нет гун материальных, нет ничего вообще материального, то там Кришна играет, и таким образом начинаете его понимать, он становится легко воспринимаем для вас. So,
your life is for this only. Ваша жизнь, она предназначена исключительно для этого. How to rise beyond the mature elements and be united with the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna. Как выйти из-под влияния вот этих трех материальных элементов и полностью прийти в соприкосновение, зачать вот эти отношения с Кришной, установить их. God has manifested you and the whole world only for this purpose. Господь, Он сотворил всю Вселенную и вас в ней исключительно ради этого. So don't be worried. Поэтому вы не переживайте. Thinking, if I use my time and my energy doing this Krishna conscious, how will I live? Вы можете точно не беспокоиться о том, если я буду свое время посвящать, свою энергию тратить на вот это сознание Кришны, как же я тогда проживу? Because Krishna has manifested you only for this. Потому что Кришна только для этого вас и произвел на свет. So, he's feeding the elephants in the jungle. They need 50 kilos of food every day. Он слонов в джунглях питает, им каждый день по 50 килограмм еды надо. But they have no job. Но работы-то у них нет никакой. But the elephants are not starving. Но слоны, как вы можете заметить, не голодают. So, why? Because Krishna is feeding them. Почему? Потому что Кришна их кормит. So in the same way, don't worry about anything. Подобным же образом, не Your life переживайте ни о is чем. to discover God. Ваша жизнь предназначена для того, чтобы распознать Господа. And everything else Krishna will manage. А все остальное Кришна берет на себя. When you believe this, when you understand this fact, Когда вы будете верить в это, когда вы будете осознавать этот факт, that is called surrender. это называется предание. And it is the beginning of Bhakti Yoga. Это предание является началом бхакти-йоги. Okay, so I don't want to tell too much all in one day. Так я не хочу все рассказывать в один день или слишком вас заговорить тут, Because you are hungry. потому что вы голодны. And just very soon after Krishna has eaten, И очень скоро после того, как then Кришна you can also покушает, eat. мы тоже покушаем. You see? You did not do anything for it, but Krishna said. Смотрите, вы ничего не делали, а Кришна все послал. So this proves by scientific theory. Это доказано, видите, это все научно доказано. But what you have learned today, I want you to think about it very carefully. Но то, что вы сегодня услышали, я бы хотела, чтобы вы думали об этом очень внимательно. You can make notes. Можете все записать. And you can study. This is described many times and in different ways within Srimad Bhagavatam. И можете изучить. Это множество раз описывается в Шримад Бхагаватам. But especially Разными образами. В особенности, if you look in the third если canto, посмотрите третью песню, third canto of Srimad Bhagavatam, третья песня Шримад Бхагаватам, chapter надо записать, ребята, спеши на телефон. Вам записывать все. chapter 26. 26, третья песня, 26 глава. Third canto, chapter 26, called The Fundamental Principles of the Material Nature. Фундаментальные принципы материальной природы называется. These are the instructions by Lord Kapil Dev to Devahuti. Это наставление Господа Капила Дева Девахути. So you can read it very carefully. Очень внимательно можете прочитать. 3.26. So just to recap. Есть Шримад Бхагаватам, можно принести там почитать потом. Классно. Just to, Итак, можем сейчас немножко повторить, okay, so just to recap, чтобы вспомнить. when the balance Когда баланс of Prakriti, the material nature, is broken, материальной энергии или прокрытия нарушается, then the first element is called. What is the first element? как называется первый элемент? Махататва который? Mahatattva. Махататва называется. In the universe it's called Mahatattva, and in you it's called Во Вселенной называется Махататва, а у вас он называется Chitta. Chitta means conditioned consciousness. Читта, означает обусловленное сознание. The idea is the original consciousness of the soul is his own property. The soul itself is conscious. Идея в том, что на самом деле душа сама по себе, она изначально сознает. But because this first element, Mahatattva, or covering you, Chitta, is very light and very bright. Но из-за того, что этот первый элемент материальной энергии Махататва или Читта, когда находится у вас очень яркий и The light сияющий, of consciousness of your soul shines into the Mahatattva, into the Chitta, and the light of Chitta shines into the light of your soul, and to
become as if one. то свет сияния вашей души и свет сияния Читты, они отражаются друг в друге, друг на друга свет отбрасывают, и таким образом кажется, что они едины. So, when some portion of that Chitta is contaminated by tamagun, И как только тамагуна, энергия невежества, она каким-то образом начинает осквернять вот эту Читту, then Chitta in the contaminated state of tamagun is called ahankar, ego. То Читта в этом оскверненном сознании под влиянием энергии невежества называется аханкар или эго. Ego. Now this ego is also in degrees. It is tamasic transformation of Chitta, but there are degrees. Most tamasic, more rajasic and more sattvic. Таким образом, это Читта, этот аханкар, это тамасичное влияние на Читту. То есть тамасичное влияние, вот это осквернение на Читту заставляет появиться аханкар. Но сам по себе этот аханкар, он имеет разные стадии, он в разных составляющих, в разных пропорциях представлен. So, the portion of ahankar, ego, which is little more sattvic, this becomes another state called the manas, mind. Порция аханкара, которая сравнительно не загрязнена, да, сравнительно чистая, она называется манас или mind, ум. When the rajasic portion becomes buddhi, intelligence. Когда раджас включается, то тогда идет трансформация от этого аханкара в будхи, разум. And the tamasic portion becomes sound. Тамасичная порция становится звуком. And from this sound comes space, Из звука исходит air, пространство, fire, воздух, огонь, water and вода earth, и the gross земля. elements. Грубые элементы в такой прогрессии от тонких к более грубым. Okay, you remember these things? Помните эти вещи? Okay, so one little test. Тест. What is the product of rajasic ahankar? Что такое продукт Rajasic ego. раджасического эго? Будхи. Разум. Buddhi. Yes, intelligence. And also indriya, the senses. И также индрия, будхи и чувства. Будхи и индрия, разум и чувства. What is the sattvic transformation of ego? Сатвическая трансформация эго. Галерка. This is why I'm not going to the next stage, because all should try to understand. Поэтому я не перехожу на следующий уровень, потому что все должны постараться понять. Какая разница между умом и разумом? I cannot understand what's the difference between mind and budhi. Aha. Yes, yes. Because mind Потому что ум, is a sattvic transformation он сатвичная трансформация вот of ahankar. аханкара. It's more clear. Да. Yes, it's more clear. It's more clear, yes. And remember that sattva, rajas and tamas, they come from Gyan Shakti, Kriya Shakti and Dravya Shakti. И вспомните, что саттва, раджас и тамас это продукты все Дравья Шакти, Крия Шакти и Гьяна Шакти. Gyan Shakti is knowledge. Гьяна Шакти это знание. There is awareness but not activity. Там есть осознание, но нет деятельности. In Kriya Shakti there is activity but awareness becomes confused. В Крия Шакти есть деятельность, но в это время осознанность это она затирается. And Dravya means substance. А дравья означает субстанция. So in this there is no awareness. И там нет никакой осознанности. And no activity. И нет деятельности. So you see, Дравья означает инертный. the Gyan Shakti, which is sattvic, is causing the mind. So the mind has awareness but is not doing anything. Смотрите, вот эта Гьяна Шакти, она влияет на ум, и ум он тогда осознает, да, это сатвическое получается влияние. Ум Whereas осознает, нет деятельности. Buddhi intelligence, В то время как будхи, разум, it has less awareness but it's active. там меньше осознанности, но больше действия. It's doing things. Делает вещи. We will explain tomorrow what Buddhi is doing. Завтра объясним, что будхи делает. In Srimad Bhagavatam, there are 4 verses. В Шримад Бхагаватам есть 4 стиха, And each verse explains precisely the scientific
nature of one for Chitta, one for Ahankar, one for Manas and one for Buddhi. Не каждый из этих 4 стихов научным образом объясняет природу этих 4 элементов. Аханкар, Будхи, Манас и Читта. So, this is what we want to discuss tomorrow. But today I have to make the platform, foundation. Сегодня я хочу сделать платформу, фундамент установить. For example, например, the functions of Buddhi функции разума, Будхи, memory, это память, sleep, dreaming, видеть сны, воображение, the perception of categories, восприятие различных категорий, and so on. So these are the functions of Buddhi. Это все функции There are Будхи. other functions as well. We'll Есть тоже discuss другие in функции. detail tomorrow. В деталях завтра обсудим. So, the Buddhi is doing things on the psychological platform. И Будхи на вот этой психологической платформе он делает вещи. Because Kriya is there, Kriya Shakti. Потому что присутствует крия, энергия действия. Крия Шакти. So, mind, intelligence, ego. Mind is the sattvic portion of ego. Intelligence is the rajasic portion of ego. Ум, разум, эго. Ум это сатвичная порция эго, а раджас, а будхи это раджасичная, вот эта страстная энергия. And from the tamasic portion of the element of ego comes the gross physical elements, because they're all dead. И из тамасичной They порции don't вот do этого anything, they have no аханкара, activity, and they have no consciousness. So all the physical elements around us are the tamasic transformation of ego. все вещи, все элементы, которые вокруг нас находятся, они являются тамасичной трансформацией этого эго, аханкара. Потому что посмотрите на элементы вокруг, они все мертвые, в них нет никакого движения, не наполнены жизнью. So, the tamasic transformation of ego in the universe has made all the physical things around you. Тамасичная трансформация аханкара во всей Вселенной, она сотворила все материальные элементы, It's которые not вокруг that нас находятся. the tamasic transformation of your own ego made the world. Это не то, что тамасичная трансформация вашего личного эго сотворила весь мир. Because the world is independent of Потому you. что мир in one вообще-то sense. от вас не зависит, с одной стороны. So, all these elements are in the universe and in your physical body also. Таким образом, как микрокосм и макрокосм, где все элементы во Вселенной находятся, и в вас также. So, there are 3 Shaktis. Есть 3 шакти. And these Shaktis manifest in the form of 3 Gunas. Эти 3 шакти, 3 энергии проявляются в форме материальных гун. So, what is the quality of Sattva? Какое качество саттвы? What is the quality of Sattva? Качество саттвы. Awareness. Awareness, yes. Gyan Shakti is there. Гьяна шакти там присутствует. Awareness. Yes. Осознанность есть. No, without activity. Но вы должны помнить, Нишкрия. что нишкрия, что там нет деятельности. And Rajagun, what is Shakti is there? А раджагуна какая шакти там находится? Passion. Activity. Деятельность. Kriya Shakti. Крия шакти. Kriya. And Tamagun, А тамагуна? Дравия Шакти. Dravya Это Shakti. драви шакти. Substance. Субстанция. Substance. Substances by themselves have no action. Сама по себе субстанция, материальный элемент, он не имеет But действия. they also have no Gyan Shakti. They have no awareness. Но также он не наделен, материальный элемент не наделен гьяна шакти, энергией осознанности, знания. So now you have some idea, shape of what the elements are. Сейчас у вас есть какое-то представление, форма того, как выглядят все элементы. So Что они tomorrow представляют. we want to look at the anatomy of your psychic body. И завтра мы хотим посмотреть на анатомию вашего психического тела. What are the specific functions of mind, intelligence, ego and chitta? Какие специфические функции ума, разума, эго и читты? Первого покрытия души. When you are chanting japa, Когда вы воспеваете джапу, at that time в это время your mind wants to do something else. ваш ум хочет заняться чем-то другим. Why? Почему? Kriya Shakti Крия шакти wants to do. хочет делать. So either you want to stop chanting, get up and run around like a chicken. Либо вам тогда надо прекратить воспевать, оставить джапу, закинуть ее подальше и бегать вокруг как курица. Or
You want to pretend to meditate. Или вы будете притворяться, что вы медитируете, By making the body sit still while your mind runs around like a chicken. заставляя тело сидеть на месте в то время, пока ваш ум бегает повсюду, как курица. You see? Why? Rajas is there. Почему энергия раджаса там? Kriya Shakti. Крия Шакти. So, what do we want to do? Что мы хотим делать? We want to absorb our consciousness completely in the mantra again. Мы хотим погружать свое сознание в мантру. And it will arrest the force of Kriya Shakti. И тогда Махамантра, она арестует силу Крия Шакти вот эту. Because until the force of the Kriya Shakti, the chicken in your head, Потому что пока эта сила Крия Шакти, пока эта курица у вас в уме бегает, until he becomes arrested, пока ее не арестуют, then Sattva Gun will not come. Саттва Гуна не придет. And unless Sattva Gun comes, that is a Gyan Shakti, awareness, you will not understand even that you are not this physical body. А если Саттва Гуна, это означает Гьяна Шакти, если она не придет, то у вас не будет даже никакой способности понять, что вы не являетесь этим физическим телом. So understand when you are sitting for a long time and chanting japa, exactly what you are doing. Поэтому поймите, что когда в течение долгого времени вы сидите на одном месте и читаете джапу, It is like baking bread. это как хлеб готовить. If you make the dough and put it in the oven, Если вы испечете формочку хлебную и засунете в печку, if you have no patience, it will not be cooked. если терпения у вас нет ждать, то тогда хлеб не приготовится. It will rise. Он чуть-чуть взойдет в So then тесто, you take it out, it will collapse again. и вы его вынете из печки, и тогда он снова, тесто снова пойдет вниз. So you have to be patient, let it rise and be cooked. Надо потерпеть немножко, надо засунуть в печку, подождать, пока тесто взойдет, и дождаться, когда все приготовится. So similarly, when you are chanting Harinam, Также, когда вы воспеваете Харинам, you have to practice to be able to sit and be absorbed in the mantra, Krishna Nam, for a long time. вам надо стараться выполнять практику того, чтобы сидеть на одном месте в течение долгого времени, и Кришна нам, имена Кришны, вложить себе в ум. And gradually, after some time, the result will come that Kriya Shakti or Rajas will stop. И постепенно, через какое-то время, вы достигнете результата так, что Крия Шакти или Раджас, они прекратят свое влияние. Automatically, knowledge, real education, scientific real education about the nature of the world will appear by itself. И автоматическим образом знание, подлинное знание, касающееся вашей души, оно само по себе взойдет. After that, Vishuddha Sattva, the realization of Krishna will come after that, А после not этого before. Вишудда Саттва, когда уже оставите весь материальный план, и сознание Кришны придет. So, just as we gave the example of Dhruva Maharaj, Так же, как мы приводили в he пример was very Dhruva fixed Махараджа, and determined который был in очень his practice every day, зафиксированным, решительным в своей практике каждодневной. and gradually he got the result. И постепенно он достиг результата. So, don't be attached to having a result today or tomorrow or even after 6 months or 1 year. Не будьте привязаны к скорому результату, не думайте, что вы быстро, через месяц, через 2 дня, полгода или даже, может быть, год достигнете результата. You have to understand, at least theoretically, where you are going. Хотя бы теоретически вам надо понять, куда вы идете. And just try to practice this chanting every day. И стараться практиковать это воспевание каждый день. And then you will see, after some years, how your consciousness has completely become transformed, shining with sattva, and then afterwards the transcendental realization. А потом через несколько лет вы увидите тогда, что ваше сознание, оно полностью трансформировалось, что оно начало сиять саттвой, а после этого вы уже оставляете ту материальную платформу и приобретаете трансцендентную реализацию. See, in this modern age, people are very rajasic. Смотрите, в этот современный век люди, они очень страстные, раджасичные. Mainly they only want a spiritual practice that will give a result today or after tomorrow. Главным образом они хотят выполнять ту духовную практику, которая даст результат непременно сегодня или хотя бы там послезавтра. They are not patient enough to invest in the genuine treasure of spiritual realization, which takes a great deal more investment, a great deal more time and energy. У людей не хватает банально терпения для того, чтобы вот эту проникнуть в подлинную суть всех вот этих вещей. И это требует на самом деле больше времени, больше усилий. Вложений таких, капитальных. Due to rajas,
they very easily become discouraged and impatient. Энергия раджаса у людей быстро теряется вдохновение, они становятся нетерпеливыми, не могут ждать. And very easily give up. И очень легко они сходят с пути. And this is why it is essential to have guru, spiritual master. И поэтому очень важно иметь гуру или духовного учителя, Who can give us inspiration and encouragement to go further than we can go by our own endeavor. который будет давать нам мужество, который будет давать нам вдохновение идти дальше, продолжать эти усилия. And who can transfer some spiritual power to us also. Также гуру он может передать нам духовную силу, вложить ее в наше сердце. Because our own capability is not enough. We need some grace on top of that as well. Потому что наших собственных усилий не будет достаточно, нам сверху нужна милость. Okay. So this is a summary of today's class. Think about it very carefully, try to chant more, and tomorrow we'll give the second part. Вот это такая суммарный итог мы подвели нашей сегодняшней дискуссии. Старайтесь больше размышлять о том, что вы услышали сегодня, старайтесь воспевать, и завтра мы расскажем больше. Gaur Premanand. Хари Бол! So now it's long time, so take some breakfast, and tomorrow we'll discuss more and have questions on this tomorrow. Сейчас уже у нас поздновато получается, сейчас время завтрака, сейчас позавтракаем, а завтра больше вопросов у нас будет, если у вас будет, обсудим. А сейчас завтра.